чому наші замовники обирають модульні будинки в порівнянні з традиційним будівництвом із цегли. Власний будинок, альтанка, пірс, технічне приміщення, баня за 3 місяці. Міф чи реальність? Сьогодні ми знаходимося в гостях у Євгенія Івановича. Це один із перших клієнтів «Дереводім», і ми хочемо задати декілька запитань з приводу експлуатації наших будинків. Розкажіть, будь ласка, з чого взагалі ця вся ідея розпочалася? Ви проживали в будинку, в квартирі? Да, если все началось, то это сначала. Давайте. Возникла идея купить участок земли где-то около реки. Идея осуществилась, был куплен участок 2 года назад. А затем возник вопрос, что же с ним делать. И было принято решение полазить по интернету, найти, кто что может предложить, какая фирма может предложить, какой вариант строительства, застройки или покупки, может быть, там готовых изделий. Свой выбор я из нескольких фирм, много было фирм, я привозил сюда застройщиков и из Днепропетровска, и из Кировограда приезжали с Киева. Вот. Но я отдал приоритет фирме «Дереводим». Почему? Меня подкупила простота решения, сроки эксплуатации и потребительское отношение к заказчику. То есть на стадии проектирования приехал сам руководитель фирмы, на месте посмотрел, дал необходимую консультацию по строительству, необходимые советы, подсказал, как что лучше сделать. И, собственно говоря, это сподвигло меня начать это все вот здесь, реконструкцию этого участка. И потом возникла уже идея заказа, что же здесь строить. Было принято решение, сначала я хотел построить небольшой рыбацкий домик, значит, высказал свое пожелание Роману Владимировичу. Да, мы строим шикарные домики рыбацкие, вы будете довольны. Ну, к домику-то банька прилагается, святое дело. Вот, заказал баньку, показал он мне в каталоге, какие баньки, озвучил цену. Вот. Ну и потом я изъявил желание сделать небольшую беседку, альтанку. Чтобы, да, можно было проводить где-то время с друзьями, попить чаю, там, покушать шашлыка на свежем воздухе. Да. Вот. И со временем возникла также идея сделать смотровую площадочку такую над речкой, вот на которой мы с вами сейчас находимся. Вот. Я хочу сказать, что я не жалею ни одной минуты, что я выбрал фирму «Дереводим». Почему? Потому что здесь своеобразная почва, так скажем, когда стал вопрос строительства, и мы попробовали копать под фундамент, грунтовые воды были уже на 1,5 метрах. Угу. Давайте вернемося до питання ділянки. Коли ми приїхали, складається враження, що ви купили таку ідеально рівну ділянку. Розкажіть історію, в якому вигляді була ділянка? Если вы хотите приблизительно, вы можете развернуть видеоаппаратуру напротив и посмотреть. Вот все было вот в таком состоянии здесь. То есть здесь не было подхода к воде. Здесь был бурелом, заросшее все диким кустарником, можжевельником каким-то, беспорядочно в хаотичном порядке сосны росли, стоял уже погибший, то есть сухой лес стоял, пришлось
Мы больше, мы 1,5 месяца, наверное, занимались тем, что расчищали эту делянку, расчищали от кустарника, расчищали от негодных Мгм. деревьев, делали планировку местности, поскольку местность здесь была пересеченная, прямо скажем. Пришлось завозить много грунта. Вывозить. Да, завозить грунта, поскольку планировку надо было делать. Местность наклонная, имела наклон к оврагу. Вот. Завозить плодородный грунт. Я завез где-то 22 машины плодородного грунта, 22 думкара. Несколько думкаров щебня, несколько думкаров песка. Так, чтобы выровнять, хотя бы приблизительно выровнять эту площадку. Работало 2 бульдозера и экскаватор здесь. Вот вы можете представить объем. 2 місяці, бо Да. до термінів будівництва встигла. Мало того, значит, когда мы столкнулись с вопросом, а куда девать это все, весь этот сухостой, весь этот кустарник выкорчеванный и срезанный, мы не нашли ничего лучше, как приняли решение сжечь это все. Так вот, здесь стоял такой костер, что его было видно со спутников. К нам прибежали, Але приехали люди и сказали: ребята, Тушіть. у вас сильно большой огонь здесь. Я Не вам хочу лесной ли это сказати, пожар? ви провели дуже великий об'єм роботи, щоб підготовити ділянку, але при тому ви зберегли оцю атмосферу лісу і природи. Ви не зачепили Максимально це намагалися так максимально. було От Да. настільки воно природньо виглядає, що вона от така була в такому вигляді, Да, коли ви да. почали встановлювати Конечно, мы будинок. старались, газонів, здоровые деревья старались мы сберечь, сухие мы уничтожаем, пилили сухие деревья, ну а что с них толку. Мало того, мы столкнулись даже здесь с такой проблемой, когда уже построили дом, и буквально через полгода мы столкнулись с проблемой жук-короед. И нам пришлось пилить здесь уже большие сосны, Мгм. 3 штуки, и березу. Нам пришлось спилить, чтобы санитарная, так сказать, была Зберегти. Щоб зберегти інші насадження. вырубка, чтобы сберечь остальные деревья, чтобы не распространилось на остальные деревья. Вот. Затем вот Анна Николаевна, Аня, значит, она самое активное участие принимала вот в ландшафте. Саме активне, Починаючи да. від планування і закінчуючи тим, що тут Да. зноситься, ми просто так. Ну, це круто, коли замовники бачать, як воно має виглядати, коли вони хочуть, а не так. Ми Ви робите все доволі самі. давно Мріяли, виношували Да, цю планировка. ідею. Э, С Анной Николаевной мы ездили по всей Украине в силу моей работы. И, конечно же, во время дороги, во время движения у нас были разговоры, мы думали, что вот неплохо бы было, себе и вот давно когда-то, думала. может быть, оно будет. И вот так вот она знала, что я хочу, я знал, что она может мне в чем помочь. И так вот оно примерно, значит, и родилось вот то, что вы сейчас видите. Ви визначились забудовником, і давайте почнемо з процесу будівництва. Фундамент. Фундамент. У вас виникли труднощі вже на цьому етапі. Величезные трудности. Но здесь Роман подсказал мне вариант с геошурупами. Сказал, что есть такая фирма в Киеве, которая достаточно передовые технологии, как он мне объяснил. Мы пригласили специалиста тоже с той фирмы. Он приехал, они пробурили здесь, взяли пробы грунта, сказали, что вполне геошурупы вполне выдержат допустимые нагрузки. Допустим, этот дом весит там порядка 30 тонн, то специалист вашей фирмы, Микола Тихолис, сделал расчеты все. Вот. И согласно его расчетам было вот это вот сделано поле шурупное, это, если можно так сказать, свайное поле. Вот. Вкручены эти шурупы. И на эти шурупы, собственно говоря, были привезены эти все постройки. За исключением,
Значит, привезли и поставили модули. Это вот Стефания и баня. Остальное, значит, строили на месте, завозили материал, строили. Ну, качество строительства великолепное, честно скажу. Нам дуже приємно це чути. Просто великолепное. Вот, ну, не могу я ничего сказать. Во-первых, сам материал очень хороший. Материал нигде не... Вот прошло 1,5 года, ни одну доску не повело. Это уже говорит о чем. Ни одну Ничего доску не повело. Нет грибка, нет жучка, нет ничего, что могло бы повредить, нанесло бы вред деревянной постройке. Это первое. Второе. Специалисты, подготовка специалистов. Они, это те люди, в отличие от меня, у которых руки растут из положенного места. Да. Делали они, конечно, все сделали от души. И Дуже огромное им приємно це спасибо. чути. Огромное спасибо. Ну, приємно співпрацювати. Це ж не Вот ба- по не срокам багато. они, значит, Так, скільки ви очікували з моменту підписання, як ви прийняли рішення, і до моменту, вже коли будинки були встановлені у вас на ділянці? так, с момента подписания и до момента установки 4 месяца. Тобто вже через 4 місяці ви заїхали Да. сюди. Але це ж Да. з поправкою на те, що в нас в процесі були корективи і ще Мгм. додаткові Добудовували, там, Да, да, доставляли, да, змінювали. да. З приводу дизайну будинку, ви от обрали наш такий стандартний варіант, ви не змінювали всередині? Нет, я Змінювали. У как вас раз були изменил. індивідуальні побажання. Меня не устроило стандартный вариант. Ну, загородный дом без террасы, он как-то смотрится не очень. Я высказал пожелание сделать террасу. Мне сделали террасу, но открытую. Я сказал, нет, хочу хотя бы, чтобы 2/3 террасы было закрыто. Примхливий ви замовник. Да, ну, вот такой капризный я человек. Але в нас унікальна така тепер є. Вот. Індивідуально, Но так. пошли навстречу. Конечно, вот Микола молодец, он как технолог, как конструктор, он, по всей видимости, или что, я не знаю его функционал в этой фирме. Но он сделал вот то, что вы видите, это его задумка такая, его техническое решение. Задумка твоя. Згідно Нет, да, ну, его ваших техническое побажань, решение этой його задумки, погляд да. на проблему. Получилось реализовать вот все твои задумки. Да, в плане да. технического. И что надо отдать должное, значит, я предполагал, что ну вот привезут дом, но он пустой, и мне придется, ну все, от стула до кровати, Займатися, там та, телевизора, все обирати, завозить, їздити. опять сверлить эти стены, долбить, там, это и целостность дома как бы нарушала, и І почасові це время теж опять-таки, затратно, так. да, это было бы неудобно. И я заказал комплектацию, внутреннюю комплектацию дома Додаткова послуга, прямо так. на фирме. І будинок до вас приїхав одразу з меблями. Да. Они согласовывали со мной все. Кожну буквально. деталь, так. Вот какие я хочу видеть инверторы. Я сначала хотел кондиционеры, они же мне посоветовали, не надо кондиционеры, ставь инверторы. И оказались правы 100%. Это отопление, это дом отапливается ими очень хорошо, очень тепло. Значит, Нет, там электрика нет, вся. без камина. стиральная машина, Техника холодильник, Мгм. плита. Дуже В все бане ергономічно, дуже тоже класно. холодильник, плита, диван кожаный, стол, стулья, там комната отдыха в бане. Это уже моя была фантазия, сделать комнату отдыха и сделать предбанник, раздевалку. Дополнительно все сделали просто быстро, качественно и хорошо. Вот. И они любой элемент меблировки согласовывали со мной, согласовывали цены, согласовывали то, что я хочу, какого качества. И, так сказать, воплощали это все В життя, в жизнь. Да, реальность. все это. Дома пришли в целлофане. Прямо, знаете, как в магазине. Вот тебе Прям прям... у нас є відео там, де так. Да, да, есть видео. Как Бантика тільки не вистачало. бантика, да, не хватало бантика только. Вот, да.
А так, конечно, собрали дом, его сборка была при наличии крана и специалистов. За 2 дня все собрали. Все, дом, баню, все собрали. Подключили канализацию, подключили электрику, подключили воду. А что еще? Все, жизненный цикл обеспечен. Установили мне камин. О, моя гордость. Установили камин. С этим камином я прожил зиму. Вот хотите верьте, хотите нет. У меня зимой двери, у меня 2 двери в приміщенні. И они были открыты, потому что было очень жарко, тепло. Вы не Было экономили. очень тепло. Да, и на террасе было тепло, и конечно, Люди дуже запитують постійно, вони вважають, що ці будинки холодні. От ваші зараз слова Ні, руйнують цей міф. сразу говорю, вот які вважають, що ці будинки холодні. я Мгм. очень щепетильный потребитель, и я тоже задавал вопрос Мгм. этот, можно ли, в принципе, я не намеревался тут жить, Та й забивають. поскольку это был такой Дачный загородный будинок. дачный вариант, да, Мгм. дачный вариант. Вот, но поскольку наступила осень, холода, я стал топить камин. Когда было лень тут топить камин, я включал инверторы. Тобто є альтернатива обігріву, це взагалі супер. И я понял, что я поеду куда-то домой, когда Камін здесь... розтопив ваше серце. Да, где-то так. Вот. Не, ну и вот так вот оно, зима наступила. Я там час від часу приїжджаю, я кажу, ну що там? Ну, похолодає ще, то я може поїду потім. Каже, я ще побуду, що не так холодно? Да. Ще не похолодало. И не похолодало, не похолодало. И, кстати, что актуально, значит, для Украины сейчас, вот, ну, мы нелегкие времена переживаем, и Черкасы тоже не остались, так сказать, в стороне. Начались веерные отключения электроэнергии, а я живу на 10-м этаже, и подниматься каждый раз Без ліфту. без так. лифта на 10-й этаж, спускаться, а с отключением электроэнергии отключаются и насосы, нет воды, Розумію нету, вас. холодильник не работает, то есть возникла масса неудобств. А здесь я установил генератор 8-киловаттный, Автономність, так. дизельный генератор, установил бесперебойник, то есть установил устройство, которое автоматически подключает генератор. Я даже не замечаю, когда отключается свет. Я даже не вижу, у меня ничего даже не мигает. Супер. Включается бесперебойник, пока держит напряжение, включается генератор, и все, отключается внешняя сеть, включается генератор, и у меня все работает согласно штатному розписанню. Підскажіть ще, от взагалі люди трішки з побоюванням відносяться до модульних будинків, що вони ненадійні. Чи були у вас якісь сумніви? Чи будуватись самим, чи купувати модульний будинок? Я вот тоже стоял перед этой дилеммой. Угу. Цікаво Но, почути. но будувати самому, как меня обрадовали, это 1,5-2 года. Мінімум. Мінімум. Минимум. Це ще швидко, да. так. Це ще И швидко. не факт, что І оці кошти, І будувати що нам самому, обійшлося все будівництво. это нужен фундамент, Все опять-таки. будівництво. За Под- що под нам обійшлося будівництво. Тут все від нуля. І до На завершення. То там би геошурупах, тільки фундамент завелося. на геошурупах будівництво ты не сделаешь. Не зробиш так. А здесь фундамент, я просто не позволяют Ще грунты. казав на початку, що були тут Я забудовники, приглашал геологов, Угу. строителей. спеціалістів, Мы в які нескольких местах бурили, Угу. брали пробы грунта и сказали, нет, под фундамент здесь ничего. Я хотел блочный делать фундамент, потом ленточный. Сказали, нет, ну не будет он стоять, он даст просадку, обязательно піщаний ґрунт, уклон, піщаний наклон ґрунт. будет, Це ты только дуже близько. потеряешь время, потеряешь деньги и все. Выход, да, вот геошурупы. Бачите, навіть тоді, коли не можна И побудувати. вот вы видите, даже побудувати. смотровую площадку сделали на геошурупах. Ну что сказать. Они 3-метровые, даже больше, там 3,5 метра.
длина геошурупа. М. 7. У них есть, 7. ну, это здесь вот может Ну, быть здесь 7. 7, да. А Это я имею в максимально виду, возможное. а вот эти вот шурупы под дом, там 3 метра. Это, Максимально возможное. ну, Это 7. максимальная 7, да. Ну, Вот. тут нужды нет 7. Сказали, что 3 метров в А мы грунте такие, вполне достаточно. Вот, нет нужды, а вот и есть. Мгм. Вот. А Бачите, здесь, да, перевага здесь 7 модульного метров. будинку, що ви тут не змогли б навіть А? побудувати. Кажу, перевага модульних будинків ще в тому, що Да. ви тут і не змогли б теоретично Нет, побудувати не смогу, цегляний нет, будинок. нет, конечно, Тобто нет. їх можна Стояла встановлювати. така стара хатинка, типу, Конечно. таких, ну, вона тут не одна. Ну, глинобитная хатинка стояла, мы её снесли. Просто отак от їдуть все. Ну, тут люди не живуть. Так. Ну, в общем, вот так вот оно. А ще в період співпраці, чи були у вас якісь складнощі? Чи виникали у вас в комунікації з Дереводім? Чи були якісь проблеми? Нет. Вас послухати все ідеально. Нет, Серйозно, я нет, ну а какие багато, могут быть? багато років. Приезжали сначала туда, мы первые. Нет, Рома приехал сюда первый. Да, дважды, если не трижды. Трижды он приезжал, трижды. Он контролировал строительство. Но если директор приезжает, контролирует строительство, как вы думаете, какие мы на месте решаем все вопросы? Так, це Все дуже важливо. вопросы, буквально, да у нас их и не возникало. Материал чудесный, я Коммуникация скажу, взагалі. чудесный материал. Количества материала хватало, специалисты чудесные, отличные. Ну, а что же Так, еще? дачний будинок перетворився в таке райське в житловий містечко. комплекс. так. Да, вот как ни А странно. взагалі, от на вашу думку, чи є якісь мінуси в модульних будинках? Хочеться, це ж хвалим, Мінуси. хвалим. Задумались. Ну, нет, минусы что? Со временем, конечно, со временем они, как и любое деревянное строение, будет приходить в негодность. Бо будь-яке будівництво, навіть не тільки дерев'яне. мені Ну, здається. да, ну, деревянное побыстрее, может быть. Хотя, при современных технологиях, вот ребята, год прошел, они приехали, привезли пропитку, они еще раз прошлись пропиточкой по всему этому, сказали, еще Поновили. полтора года и опять можешь жить, не заглядывать никуда. Если таким способом, то, Доглядати, любити. в принципе, какие могут быть? Ну, скажу, да, вот как бы, ну, это устраняемо все было. Есть недостатки, которые выявляются в процессе эксплуатации. Угу. Их сразу не видно, вот когда сделали дом, а через 3-4, через полгода, через 3-4 месяца там их видно. Допустим, появились трещины между обшивкой, внутренней обшивкой дома. Угу. Як це питання вирішилося? А как, Андрей приехал с силиконовым шприцом и все Это их наш- замазал. Да, Да, за 2 Да. дня он все трещинки эти, и вы можете посмотреть, ни одной трещинки нет нигде. Вот были проблемы с перекосами дверей, поскольку это же стеклопакеты, это такое, А модуль дерев'яний. да, модуль, может, где-то усадочку начал давать там или чего, где-то там были перекосы. Опять-таки, ваши специалисты буквально за 2 дня Тобто с це не ключами, суттєві там такі дрібні, подтянули, які там можна подкрутили, поправити. и оно все опять нормально. Проєктування, що ну, В подальшому, так. будівництва і в подальшому. И еще большой плюс, я считаю, вот в этом общении, значит, если что-то возникает, а вопросы возникают, потому что много, это же модуль, и когда его делали на заводе, была там скрытая проводка. Угу. Мы же не знаем, где она идет, эта проводка. Вот, значит, была скрытая проводка труб водопроводных. И там, ну, канализации-то нет, а водопроводные были. И когда возникал какой-то вопрос, в конце концов, мы живем в 22 веке уже, у нас есть видео и телефонная связь, мы звонили на фирму, и не было ни разу, чтобы специалист нам в течение часа не дал исчерпывающую консультацию и не подсказал, как найти выход из того или иного положения, или просил прислать фотографию, или включить видеорежим и показать ему,
И он в видеорежиме советовал. В видеорежимі, Да, а и приїжджають, мы вирішують. устраняли, это все равно, что он здесь. И у меня ребята, которые тут обслуживают это территорию, все, они тоже рукастенькие такие. Вот они устраняли на месте все, что можно. Все, что Андрей или Микола говорил, они все делали на месте. Це дуже В приємно режиме чути. онлайн. Це Що для це? нас найвищий рівень похвали, коли ви задоволені, тому що клієнти компанії Дереводім, вони вже, як знаєте, як сім'я. Вона оця комунікація в подальшому підтримується. Немає такого, що ти квартиру продали і все, всё. до побачення. Да, Ні. да, да. То вже, от бачите, ну для нас О чем речь идет? Ведь видите, вот оно вот такое деловое партнерство вроде, да? Оно Так, переросло в більше определенную от дружбу. пройшло скільки вже? Я- 1,5 року ми можемо спокійно приїхати, зняти відгук. И я приезжаю, я у Андрея дома останавливаюсь, он меня приглашает. Вот мы с Це наш Саней ездили. майстер-спеціаліст, так? А? Кажу, в нашого спеціаліста майстра Да, залишаєтесь. да, да, конечно, конечно. У вашего директора фирмы. Вот, потому что все вопросы мы решаем. Ну, приятно, когда работать, то приятно. Приємно, задоволення, Що згідні там? з вами. Я рідко бачу, коли шеф задоволений, нас, ну, то він без претензій. Да, они обычно побаиваются. Я Нюанси, человек-то Щепетина. прямой, иногда резкий, прямо скажем. Ні, але це, ну, Но він точно знає здесь завжди, у чого меня хоче. душа І оттаивает. от Дереводім на 100% от прям втілили. Да. Що б ви сказали людям, які от вагаються? Вони хочуть модульний будинок, але в них існують суми. Не бойтесь. Вот говорю прям, не бойтесь. Мало чем он будет отличаться от капитального строительства, а если будет отличаться, то может быть даже в лучшую сторону. Почему? Модуль вы всегда можете заменить. Блок вы всегда можете заменить. В капитальном и добудувати, вот как здесь, вот добудову, пожалуйста, тебе достроить надо террасу, на террасу, тебе надо предбанник, там, раздевалку сделать, пожалуйста, 2 дня, 3 дня и готово. Вот в этом огромный плюс. Удобно. Згодна з вами. При капитальном будівництві этого не будет. Ну, так, Згодні. Этого не- зносити Там может быть стіни, свои там, плюсы, что это це набагато так простіше. фундаментально, вот это вот единственное. А что, меня вполне устраивает этот вариант, если он лет 15-20 простоит. Меня это вполне, я больше и не проживу. Якби ви починали спочатку, щось би змінили? Чи все так, як є, зараз так би і залишили? Так бы будувати? оставился. Я бы Дякую. все так оставил. Це саме Я важливе, не що ви хочу живете в нічого задоволенні тут. Оно все Так, як має бути, так як На було своїх задумано, місцях, Так, так. все на своїх місцях. Все прямо я ж кажу, так, втілили на 100%, просто його от задумку, його бачення дуже прислухалися. І прямо до таких деталей, Да, до дрібниць. это вот От я- він каже, я хочу отак, нет от, а не никакого отак, от, здесь без питань, все дизайна перероблюють, ландшафтного. проекти Это вот все здесь сделано, как Бог на душу положил. Вот я хотел так, и получилось Зберегти ту именно так. атмосферу. Так. Так, ну Так. те, що так, те ж фундамент, тобто максимально екологічне рішення з геошурупами, що мінімальне просто втручання в екологію, тобто тут же ж коренева система цих Да, забыл соус сказать, и так забыл далее. важный вопрос. Тем, кто остановится на варианте вот, блочного строительства, модулів. очень удобно, да, модульного, очень удобно. Ну, я для себя это решил. Вопрос с канализацией. Я скажу, это немаловажный вопрос. Это то, на что обращают внимание и природоохранники, и экологи, и все, кому не лень. Значит, я здесь поставил септик. Причем септик с запасом. Я поставил септик, рассчитанный на 4 коттеджа. А у меня здесь 1 практически коттедж. Но с запасом, что я буду... Поки що один. Да, да. Значит, я вам скажу, я не нарадуюсь. Я ни разу, ни одной проблемы с септиком никогда не было. Приезжает раз в год специалист, открутил крышку, побрызгал с бутылочки туда каким-то раствором, закрутил и опять уехал на год. Вот степень очистки сточных
Вот, 98%. То есть это идет техническая вода. Поэтому вот если кто-то задумает строить вот такой вот будинок, то мой совет: уходите от канализации выгребной, когда откачивать надо, и приходите все-таки к септику. Это, да, он немножко дороговат при монтаже, но это все окупается удобством и опять-таки затратами в конечном счете будет окупаться. Скупой платит дважды, Іногда і трижди. Давайте, а до іноді і речі, трижди, да. зачепимо цю тему, тему витрат. От у вас був якийсь закладений бюджет, і воно ви вписались в цей бюджет, чи Да, більше, бюджет чи менше? был заложен бюджет, но Скажімо так, очікування, реальність. пропорційно тому, очікувал що одно, от реальность наскільки ми оказалась, конечно, перебільшили. подороже, прямо скажем, подороже. Но, Ну ми і не закладали такого масштабу. да, мы не Ну, додаткові, закладали. так. Мы когда рассчитывали щось бюджет, добудовали, мы там знали, добу- что Стефания стоит 48 500 долларов. Вот, все. Это не укомплектованный дом, вот его привезли без террасы, Без там без меблей, ничего, да. все вот, без ступенек. Привезли, поставили на фундамент и уехали. Да, это 48 500. А если этот дом смонтирован внутри, все укомплектовано 100%, 100. Мне даже кровати на заказ сделали, и матрасы Микола делал. Підібрали. Высокие, хорошие, дорогие матрасы. Саме такі, як от, Да, да, Догодив. да. взагалі, я ж кажу, у всьому, я не Е, знаю швидкої реалізації. То, конечно, это уже не 48, а это где-то все там 80, прямо скажем. Вот. Но это с монтажом, Угу. с... Додатковими. Нет, не 80, я соврал. Поменьше, чем 80. Где-то 70. Угу. 70 тысяч где-то. Вот. Но это с комплектацией, это я имею в виду полная комплектация плюс строительство террасы Угу. дополнительно, Додаткові, так. плюс ступеньки эти. Так, и что им это? Больше мы вроде и плюс терраса, где выход, где эти В бані кондишены. Нет, где кондишены мгм. стоят. Там тоже закрита. сделали Мгм. крыльцо такое, все. Вот со всем этим где-то 70 тысяч. Ну, додаткові Да, опції, это додаткові витрати. стоимость скажімо так. квартиры в городе, двушки хорошей. Квартира і будинок не порівняється. Тут Конечно. тобі хочеться жити життя, Конечно. щось конечно. робити. Квартира це квартира, Конечно. будинок це інше. Ну, у нас всегда так, ведь вы понимаете, вы куда ни пойдешь, денег всегда не хватает. Ты едешь куда-то отдыхать, ты берешь $1000, ну, образно говорю, $1000 берешь, думаешь, ой, 1000 мне, да хватит. А за 3 дня до окончания отпуска ты думаешь, эх, мне бы еще долларов бы 200-300. Та навіть якби було 200-300, ще б. Поэтому не всегда ожидаемое выливается В реальність, так. в то, что ты ожидаешь. Реальность вносит свои коррективы. Ну, это в принципе. Да, життя. потом мы прекрасно понимаем сейчас в связи вот опять-таки с этой вот ситуацией внутри страны. Ведь прайс-лист составлялся, как я понимаю, до начала войны. Так, ну ціна А сейчас все это прошло, сейчас удорожание в связи с тем, что сложная очень логистика, сложно сюда привезти что-то, дорого это все, цена на топливо повысилась в разы. То что ж говорить. Конечно, надо все головне это зберігати корректировалось якість. нами. Якість робіт головне зберігати. Матеріали то Да, ціна, да, але да, да, треба да, тримати той рівень, який вже да. Нет, задали. ну качество хорошее, ничего не скажу. Люди, не бойтесь покупать такие дома, это вам просто в радость будет в конечном счете. Вы сэкономите и деньги, и сэкономите время.
я точно скажу, что капитально вот такую площадь, 98 квадратов, по-моему, тут, да, вы бы при капитальном строительстве, ну не влезли бы вы в такие деньги. Не влізла. Эти бревна, этот брус, это все было бы дороже раза в 2, если не в 3. Поэтому вот это блоковое строительство блочное, модульное, оно за ним завтрашний день, я так считаю. Оно удобно. Удобно, швидко, Да, економічно, да. екологічно. И самое главное, да, вот мы все относимся немножко с боязнью. Ну что оно там, такие стеночки Щось нове, тоненькие, завжди до а нового он таке. герметичен дом. Вы поймите, он так держит тепло и холод. Вот была жара, летом была жара, я включил кондишн, у меня 17 градусов. И не мурмур, и даже ни влево, ни вправо. 17 градусов в спальне, я спал при 17 градусах, а на улице 41. Вот и все. Вот и делайте выводы. Они Взимку очень тепло, герметичны. влітку холодно. Да, 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 да. Нет, ну а так и надо. Надо спать по крайней мере, дышать надо холодным воздухом во сне. Это полезно для здоровья. Євгеній Іванович, ми вам дуже вдячні за Да. такий чесний відгук і за те, що ви являєтесь клієнтом компанії «Дереводім». Ще довго-довго вам тут прожити і так Да. щасливо, як ви зараз живете. Мало того, я уже заказал еще один гостевой. Вот тоже ждал, думаю, как для себя, какой же я для себя вывод сделаю, вот, прожив 1,5 года в этом доме, попользовавшись всеми его благами. И я понял, что это то, что нужно, и заказал. Если бы было плохо, не стал бы заказывать второй З дом. вами. Я заказал гостевой дом. Це найкращий відгук. Якщо Да. люди повертаються, клієнти Да. повертаються, значить ми все робимо правильно. Все правильно. Да.